Здравствуйте, друзья! Почему нам врут про долгожителей? На самом деле сегодня серьезная тема, я прошу вас внимательно все выслушать. То, что вы сейчас услышите, идет вразрез с тем, что вам усиленно внедряют в восприятие. Я отчетливо понимаю, что мой ролик будет блокироваться на всех площадках, но об этом нельзя молчать. Сразу скажу, что все, что нам говорят о долголетии прошлых поколений, это вранье или умышленная ложь. На самом деле есть множество фактов, что продолжительность жизни организма человека не менее 150 лет, а нам внушают, что раньше люди жили мало. В нашей стране не существует кладбищ старее 300 лет, так как до Петра I славяне прощались со своими умершими с помощью огня. Похороны в землю славянам навязал Петр I. Он же лишил славян 7000 лет истории, уничтожив календарь, так как западных советников Петра очень злил тот факт, что когда на Руси уже были города, то в Европе народ бегал в звериных шкурах. Иностранных нашептывателей бесило, что славяне умели читать и писать, в то время, когда европейцы только осознавали, что на свете есть буквы. Петр I принес на наши просторы алкоголь, табак и прочие вредные европейские привычки и обычаи. Но Петр не смог до конца выкорчевать славянскую историю. Даже на петровских 300-летних кладбищах вы можете найти надгробия, которые ясно показывают, что люди жили по 110-120 лет легко. Если не верите, то просто наберите в поиске Гугла «Могила детей Пугачева» и увидите, что сын Пугачева Трофим прожил 126 лет, а внучка Пугачева Феврония Трофимовна прожила 100 лет. А вот скромные монахини, которые удалились подальше от химии, грязной еды и разлагающих развлечений. Даже в наше время они ухитрились прожить почти 100 лет. Это говорит о том, что надо как можно дальше отодвигаться от всех мнимых прелестей цивилизации и науки. Нужно использовать науку во благо, как это делалось в СССР, а не ради наживы, как сейчас. И таких примеров множество, а нам продолжают втирать, что раньше люди жили по 30 лет, и только благодаря блистательным ученым мы теперь легко дотягиваем до 60. Это просто смешно. Смешно и горько осознавать, что кучка шарлатанов с учеными степенями обманывает всю планету. Пытаются очернять и неопровержимые факты. Например, про эту могилу 130-летнего человека, найденную в Британии, говорят, что она принадлежит кролику. Ну разве могут они признать, что раньше люди жили дольше? Рассуждая логически, в старые времена люди жили дольше, и это неопровержимый факт. Они не подвергались химическому воздействию современных лекарей, питались полноценной едой и дышали чистым воздухом. Появление прогресса привело к уменьшению продолжительности жизни человека. Он перестал двигаться, ест опасную пищу, получает химию вместо лечения. Вследствие этого длина жизни современного человека значительно сократилась. Но оправдывая свои действия, корпорации активно пропагандируют ложь о том, что, мол, раньше без химии и облучения люди вообще жили по 25 лет. И есть малограмотные индивидуумы, которые в это верят и как зомби бегут покупать очередной фуфломицин для себя или своих детей. Ничего личного, это просто бизнес. Но запомните одну простую истину. В капиталистическом строе ничего и никогда не будут делать во благо людей. Капитализм однозначно предполагает наживу любой ценой, не считаясь с людьми. Задумайтесь об этом, когда в очередной раз вам будут рассказывать, что придумали супервещество исключительно для вашего блага. Жить долго, кажется, хотят все. Если отбросить популярные среди молодежи лозунги типа «живи быстро, не думай о будущем», выяснится, что та самая молодежь, взрослея, в массе своей хочет жить дольше, дольше и дольше. Существует множество историй о легендарных старцах, которые прожили значительно дольше отведенного человеку срока. Причем многие из них относятся не к допотопным временам, а к совсем недавнему прошлому. Не зря же есть такая поговорка «на мой век хватит». Ведь не просто так жили люди 100 лет раньше. 300-летнее кладбище есть только в Питере, а в целом нашим погостам не больше 200 лет. Но косточки-то человеческие пролежат и 1000 лет, если в каких-то местах десятилетиями хоронить людей. И как это понимать? В такой ситуации строительство в центральной части страны постоянно натыкалось бы на кладбищенские захоронения и сталкивалось с археологической экспертизой, а массово это не происходит. Мы имеем лишь единичные случаи даже в городах с тысячелетней историей. Почему?
Сами по себе древние захоронения в землю есть, но это либо монастырские могилы служителей культа, либо курганы скифских князей в южной безлесой части страны и на Украине. А где же хоронили обычных жителей страны? Где кладбища 13, 14, 15, 16, 17, 18 веков? Либо в силу археологической монополии государства от нас это все скрывается, либо их не было вообще. Сейчас для законных археологических исследований нужно просить разрешения в Москве, и табу наложены на многие темы и интересные объекты, но невозможно скрыть тысячи кладбищ в границах городов с миллиардом похороненных людей за время официальной истории христианства на Руси. Значит, еще 200-300 лет назад основным укладом был костер. Миллиарда русских людей, похороненных в землю, просто нет, поскольку от них осталось бы процентов 10 костей в культурном слое крупнейших городов. Лишь в последние 2 века похороны в землю взяли верх над давлением государства и окатоличенной церковной системы. Кстати, слово православие при этом относится к ведическим верованиям и состоит из перечисленных выше миров праве и славе. Но это все нам приказано забыть. Полное название современного культа – ортодоксальная греко-католическая церковь. Ортодоксальный – это правоверный, а не православный. Ну а замена одной буквы в русском варианте в слове «кафолический» не должна никого обманывать. Исходя из всего этого, наш нынешний культ – это правоверная греко-католическая церковь, теперь уже ничего общего не имеющая с русским православием. В СССР самыми знаменитыми супердолгожителями были представители Азербайджана. В этой республике в середине 20 века нашлось сразу несколько рекордсменов, чей возраст зашкаливал за официально принятые 100-120 лет. Ширин Гасан Аглы Гасанов, живший в селе Черекент и умерший в 1973 году, согласно паспортным данным, родился в 1817 году. Он говорил, что помнит, как односельчане уходили на русско-турецкую и крымские войны, и рассказывал, как изменилась жизнь после революции 1917 года. Более того, все местные советы старейшин признавали его за старшего. Махмуд Багир Аглы Эйвазов из высокогорного села Пирасора прожил 152 года. Он родился в 1808 году и умер в 1960. Этот рекорд был официально признан в СССР. А в 1956 году даже была выпущена почтовая марка в честь 148-летнего колхозника. Эйвазов стал международной знаменитостью, героем статей в прессе и телевизионных передач. Шарали Фарзали Аглы Муслимов из села Барзавау с рекордом 168 лет родился в 1805, а умер в 1973, тоже удостоился внимания современников и широкой известности. Немало старцев есть и среди славян, только для этого им приходилось уходить в Сибирь, в леса и создавать общины там, так как в Центральной России нет труднодоступных горных селений, как в Азербайджане. И все долгожители не имеют ничего общего с современной медициной, едой из магазинов и прочими прелестями прогресса. Делайте выводы. Хотите жить дольше – отказывайтесь от гадостей цивилизации, иначе она поглотит вас. Автор статьи Владимир Никифоров. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Я всего лишь ее озвучил. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.